Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале. А также поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами приступаем к очередному видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 26 февраля и киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка сложилась следующим образом. Российская Федерация сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректирования огня. Нанес 14 ракетных ударов и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В одном из некрологов нашего погибшего бойца на Волыни из состава территориальной обороны сообщается, что он погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которую совершили неизвестные лица с территории Белоруссии 25 февраля. Это говорит о том, что провокационные действия со стороны Белоруссии происходят. Перестрелка состоялась, но общего реагирования нашего командования пока что на такие инциденты нет. И узнаем мы о таких инцидентах, к величайшему сожалению, из сводок альтернативных источников, но не от генерального штаба. На Купянском и Лиманском направлениях идут бои в лесах Кременной и возле Чернопоповки. Но изменений линии фронта не зафиксировано, фронт стабилен. Противник ввел наступательные действия на этом участке, но безуспешно. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои на севере города. Кроме того, критическая ситуация на восточном берегу. То есть российские оккупационные войска, мы уже говорили вчера, пытаются выдавить наши силы на западный берег реки Бахмутка. На юге города враг местами восстанавливает позиции, а местами теряет. Были слабые попытки атаковать Железнянское и более активные попытки атаковать Дубово-Василовку. Но ни одни, ни вторые попытки не увенчались успехом. Фронт остается на месте. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжается отражение атак противника на Угледар в районе Опросного, а также удается сдержать сдерживать врага. Продолжается и ситуация на Авдеевском и Шахтерском направлениях остается более-менее стабильной. Тяжелой, но стабильной. Как вывод по Бахмуту можно сделать, что для усложнения продвижения врага вносятся изменения в географию местности. В частности, я так понимаю, речь идет о подрыве дамбы севернее Бахмута. И сейчас расширяется зона затопления в пойме реки. Скорее всего, с понедельника или с середины недели, как успеют оккупанты, давление на город будет усилено с 3 сторон. Почему? Потому что мы наблюдаем подтягивание резервов со стороны Российской Федерации.
Чтобы удержать Бахмут, прикладываются титанические усилия многих наших подразделений и частей, и прикомандированных к ним подразделений. В Бахмуте активизировалась вражеская артиллерия на многих участках, чтобы хоть как-то поддержать наступающую операцию, которая в принципе провалилась у российских войск. Но вы понимаете, что для России не существует такого понятия, как провал операции. Они ее просто тупо продолжают проводить. Они просто атакуют наши позиции, не обращая внимания ни на потери, ни на ситуацию на линии фронта. Они везут резервы и атакуют наши позиции. Я надеюсь, что в Генеральном штабе понимают ситуацию, чтобы не получилось так, что мы будем сжечь резервы, пытаясь удержать центр или часть населенного пункта, не уведя войска на новый рубеж обороны и не заняв его и не приступив к оборонительным боям на новом рубеже. Будем надеяться, что в Генеральном штабе это все понимают. Запорожское и Херсонское направление. Враг обороняется, здесь изменений нет, идут позиционные бои, обмены артиллерийскими ударами, обстрелы районов населенных пунктов рядом с линией боевого соприкосновения. В частности, от вражеского огня пострадали населенные пункты Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской, а также Николаевской областей. То есть вдоль всей линии фронта российская артиллерия ведет обстрелы на всю глубину ее досягаемости. Российские захватчики наращивают оборону временно оккупированного украинского Крыма. В частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыло 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ. Это ожидаемо. Рано или поздно срочники все равно должны появиться. Сначала как для выполнения инженерных работ, потом они могут оказаться и на линии фронта. Из-за опасений деоккупации украинских территорий, так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию Российской Федерации. То есть те, кто понимает, трезво оценивает ситуацию, понимают, что вопрос о деоккупации наших территорий, которые они удерживали почти 8 лет, да и тех, которые захватили за последний год, это просто вопрос времени, причем ближайшего. Они, видите, эти люди, сложил полномочия, собирает манатки и уезжает в Российскую Федерацию. Очень хороший почин. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов. Орлан-10, Суперкам С-350 и Ланцет-3. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и техники противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще 2 важные цели противника. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 660 российских оккупантов, уничтожили 6 танков, 6 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем и 7 автомобилей. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей. Ни один из них не является носителем ракет «Калибр». Вчера он был в акватории, его отозвали, но в принципе вопрос выхода в море — это вопрос всего лишь нескольких часов. Для того, чтобы вывести в море корабли-носители ракет «Калибр». Вот такие военные новости состоялись на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. А теперь разберем несколько военно-политических новостей, которые происходят в Украине и вокруг нас. Скажу так, отмечаю беспрецедентную волну принуждения, попыток принуждения и агитации, которую с одной стороны разворачивает Российская Федерация,
используя все рычаги влияния, я так понимаю, в тех странах, где у них есть коррумпированные чиновники, особенно политики, чиновники, в плане принуждения нас к переговорам. Со всех утюгов несется, что вот надо Украину посадить за стол переговоров с Российской Федерацией. Причем иногда даже приходят такие известия оттуда, откуда не ожидаешь. А именно, официальные лица Великобритании, Франции и Германии, как сообщается, готовят пакт между НАТО и Украиной, который далеко не... в чем смысл этого пакта? Они берут на себя обязательства по перевооружению нашей армии в полном объеме на западные образцы вооружения. И это вместо членства в НАТО. В принципе, как я и предполагал, особо нас НАТО никто не видит. Почему? Потому что кому-то надо воевать с Российской Федерацией. Так вот, в этом пакте они говорят, и, по-видимому, отражает желание оказать давление. Этот пакт отражает желание оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на урегулирование путем переговоров на невыгодных условиях. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal. Что точное положение пакта пока еще не определены, но официальные лица указали, что пакт предоставит Украине передовую военную технику, оружие и боеприпасы, но не защиту в соответствии со статьей 5 или обязательство разместить силы НАТО, допустим, в Украине. Не соответствует стремлению Украины к полноправному членству в НАТО. Официальные лица заявили, что пакт направлен на обеспечение Украины, чтобы украинские силы могли провести контрнаступление, которое посадит Россию за стол переговоров и сдержит любую российскую агрессию в будущем. То, что я и говорил, что они нашими руками хотят обеспечить себе безопасность. Армию они нам перевооружить помогут, то есть Украина должна быть сильная, мобильная и воевать при необходимости, защищать, в том числе и НАТО, защищать от российской милитарной машины. The Wall Street Journal отметила, что эти официальные лица выразили сомнения относительно способности Запада выдерживать продолжительные военные действия большого количества потерь, которые Украина понесет в такой войне, и способности украинских войск полностью вернуть себе давно оккупированные территории, такие как Крым. Однако Wall Street Journal противопоставил частные оговорки этих официальных лиц публичным заявлениям президента Джо Байдена. Получается, у нас Джо Байден наш самый главный бенефициар в плане поддержки. О поддержке, в которых не упоминались мирные переговоры и опасения лидеров Центральной и Восточной Европы, что преждевременные мирные переговоры будут способствовать дальнейшей российской агрессии. Президент России Путин не дал никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс в отношении заявленных им максималистских целей, которые включают нейтралитет и демилитаризацию Украины, а также де-факто смену режима в Киеве, о чем постоянно пишет Wall Street Journal. Давайте в двух словах постараемся разобраться, что же происходит. Происходит то, что в Франции и Германии есть пул чиновников. Очень странно, что здесь звучит Великобритания, потому что Риши Сунак заявлял совсем другое, перед ним Борис Джонсон то же самое, но тем не менее. Франция и Германия, мы знаем, всегда где-то там, хоть мы и радовались перемене их настроений и мнений, но тем не менее, видите, президент Эммануэль Макрон уже использует возможность, собирается в апреле лететь в Пекин для того, чтобы через Пекин договориться с Москвой о урегулировании военного конфликта. То есть пул политиков и чиновников, которые хотят решить этот вопрос мирным путем за счет компромиссов,
ну, как мы видим, с нашей стороны. То есть мир в обмен на территории. Опять начинается старая песня, что Европа не способна тянуть долго войну, что это для них накладно и так далее и тому подобное. В НАТО никто нас не берет. Вот. Так что и единственным пока что с жесткой позицией политиком получается выглядит Джо Байден, который сказал, что, ну, во всяком случае, с нынешней российской властью вообще никакой речи о переговорах быть не может. Тем более, что самое интересное, что и Путин не собирается переговариваться. И наш президент во время пресс-конференции заявил, что ну, недоговороспособный Путин. Ну, кто это еще не понял? Ну, видимо, видите, во Франции все равно в глубине души, как говорил один киногерой, мы вас любим где-то там, очень глубоко, в глубине души. Вот, в служебном романе. Видимо, у Олафа Шольца тоже есть какие-то такие намерения. И информация просачивалась, что во время визита в Париж и Шольц, и Макрон предлагали президенту Зеленскому переговорные уступки, чтобы Украина пошла на уступки и села за стол переговоров. И, как правило, это все основывается на том, что мы должны уступить свои территории в обмен на мир. Вот такая вот нехорошая ситуация развивается вокруг нас с вами. И что самое интересное, вот следующая новость, я хочу объявить о том, что Китай, смотрите, все друзья России начали проявлять инициативу. Китай, хоть он и пытался держать нейтралитет, мы прекрасно понимаем, что Китай за Россию. И Россия у Китая это разменная монета в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. Так вот, мирный план Китая, да, так называемый, или политическая позиция, как ни назови, это 12 пунктов, мы поняли уже. Да? Теперь смотрите, что происходит. Иран предлагает создать межрегиональную группу по прекращению войны в Украине. Страна-террорист, которая обложена санкциями со всех сторон, предлагает, об этом заявил постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных Наций, добавив, что Тегеран готов внести свой вклад в усилия по созданию такой группы. Об этом сообщает иранское информагентство Тасним. То есть Иран, с одной стороны, поставляет дроны камикадзе, которые Россия использует для захвата наших территорий и убийства мирных граждан. А с другой стороны, сейчас ведется переговоры о поставках баллистических ракет. Сейчас они демонстрируют крылатую ракету, и мы переживаем, попадет она в российские войска или не попадет. И в это время Иран в ООН заявляет такие, что давайте создадим межрегиональную группу. Мне кажется, беспрецедентную волну решила поднять Российская Федерация в плане принуждения нас, как государства, к переговорному процессу. Вот. Но это как бы не все. И при этом, смотрите, Российская Федерация пытается еще и получить выгоду в плане поставок вооружений. Ну вот я вчера высказал предположение, что Лукашенко ищет защиты у Китая в плане смены хозяина. А сегодня звучит институт изучения войны американский, высказал другую версию о том, что и эта версия, в принципе, я так понимаю, что базируется на заявлении, точнее не заявление, а интервью директора ЦРУ Уильяма Бернса. Так вот, Бернс сказал в интервью, что что Китай рассматривает возможность отправки вооружений в Российскую Федерацию. Но разведка предполагает, что Пекин еще не принял окончательного решения, заявил директор ЦРУ. Мы не видим свидетельств реальных поставок летального оборудования, добавил Бернс. И что это был ответ на заявление в пятницу канала CNN о том, что Россия, возможно, попробует получить оружие у Китая. Китай, может быть, поставит вооружение Российской Федерации в виде дронов,
камикадзе в виде боеприпасов калибра 122 и 152 мм. Я вам говорю, там их очень много. Ну, как бы вот такой вопрос плавающий. Ну, некоторые говорят, что Лукашенко может лететь в Пекин именно для того, чтобы там создать какую-то серую схему, скрыться от санкций и так далее и тому подобное. Наоборот, если боеприпасы будут через документ, ну, на мой взгляд, если боеприпасы будут оформлены как там груз двойного назначения или как-то по другим, под видом огурцов там, или карандашей, или как угодно, ну, это военные эти хитрости предыдущих войн, так называли там боеприпасы, да, кодировая, через таблицу сигналов передавали. Если будет использовать Беларусь в этих схемах, то скажу так, что это будет вычислено намного быстрее. Дело в том, что у Российской Федерации есть не 1000 километров совместной границы с Китаем. Причем две даже у них границы. Одна восточнее Монголии, вторая западнее Монголии. Монголия как анклав между Китаем и Российской Федерацией. Так вот, если бы вопрос поставок вооружения решался, то я думаю, что самый простой способ обойти все санкции и избежать новых, это прямые поставки, замаскированные под любые другие поставки. И тогда, допустим, боеприпасы, которые бы завозились с Китая в Россию, об этом, поверьте, знало бы наименьшее количество людей. Эти боеприпасы там переоформлялись бы на Дальнем Востоке, как изъятые со складов, а там складов немерено. За Уралом, там Советский Союз всю жизнь накапливал боеприпасы для мировой войны. Вот. И после этого они могут спокойно эшелонами двигаться в сторону Украины на линию фронта, а не оформлять их через Беларусь и так далее. Ну, посмотрим. Видите, даже ЦРУ говорит, что пока еще Китай не принял окончательного решения и надеется на то, что он не примет такое решение в свете других экономических вопросов в плане сотрудничества или в плане даже противостояния с Соединенными Штатами Америки. Хотя вот такие вот позывы, как озвучивал Эммануэль Макрон, что он летит в апреле в Пекин договариваться о мире, чтобы Китай выступил, так понимаю, выступил каким-то генератором или посредником в плане договоренности с Россией о регулировании нашего конфликта. Следующая новость, опять мы возвращаемся к Ирану. Иран, при том, что мало того, что отдавал часть вооружений, но сейчас вроде бы как перестал, и мы видим, что наша разведка говорит, что скорее всего дроны камикадзе типа Шахед-136 иранские закончились у России. Сейчас проблема, мы их не видим в воздухе, и у России проблема, ракеты пока что Иран не дает. Но кроме вот тех взрывов, которые произошли в Иране, непонятного происхождения, кем произведенные, мало того, что они зацепили промышленность, военно-промышленный комплекс Ирана, в Иране еще начались внутренние течения. Там протесты идут, они, правда, немножко уже сходят на нет, и власти вроде как их пытаются задушить. Даже хотели, но пока нет данных о том, что казнить всех зачинщиков, кого они приняли решение, но пока о казнях не сообщается, что они были приведены в исполнение, но тем не менее. Так вот, в городе Тебризе произошло объединение сил Южного Азербайджана, это получается северный Иран, там, где проживают этнические азербайджанцы. И на прошлой неделе сторонники независимого Южного Азербайджана провели в Тебризе беспрецедентную массовую акцию. Там были распространены листовки и плакаты по всему городу с сотнями активистов. На этих агитационных материалах, кроме символики организации АЗ-фронт,
проставлены эмблемы еще 8 организаций. То есть они объединились с остальными общественными организациями. Речь идет о беспрецедентном объединении всех основных сил, выступающих за выход южноазербайджанских регионов из состава Ирана. Видите, как они формулируют? Они не говорят, это северный Иран, они говорят, это южный Азербайджан. Это очень. Там по разным оценкам может проживать этнических азербайджанцев около 25 миллионов человек. Если действительно начнется движение за выход из состава Ирана и присоединение к Азербайджану, то я думаю, что иранские власти вряд ли смогут справиться с такой проблемой. Тем более, что это движение, я так понимаю, будет приветствовать и Азербайджан, и Турция, которые не играют не последнюю роль в этой части Азии. Далее, в Белоруссии на военном аэродроме Мачулище, знаем, да, мы его наизусть с вами знаем, это аэродром, где он находится, почему там базируется МиГ-31, который постоянно мотает нам нервы в плане того, что они взлетают, мы вынуждены прятаться по убежищам, так как они являются носителями ракетного комплекса «Кинжал». Так вот, на этом аэродроме прогремели взрывы. Взрывов было несколько, 2 взрыва, в результате которых был поврежден военно-транспортный самолет Российской Федерации, а также снегоуборочная техника. Район аэродрома, расположенного в 12 километрах от Минска, оцеплен на данный момент. Официальной информации о событиях, произошедших на аэродроме, то есть о взрывах, на данный момент нету. Нам это сообщила оппозиционная организация Байпол. Вот на основании их сообщения мы узнали о том, что там прогремело 2. Что это за взрывы, какой их характер и кто их произвел, на данный момент ответа на эти вопросы нет. Но тем не менее. Далее, Белоруссия готова, Белоруссии готовы отмобилизовать 1,5 миллиона человек для нужд армии Беларуси. Это произойдет в случае объявления в стране военного положения и перехода страны на военные рельсы, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Сейчас, Вольфович это, наверное, фамилия, вряд ли отчество. Хотя фамилия не указана. Сейчас профессиональная армия страны насчитывает около 48 тысяч военнослужащих и около 12 тысяч пограничников. Так как мы и говорили, силы обороны Беларуси насчитывают порядка 60 тысяч человек. Вот. И видите, они уже готовы. Я так понимаю, что белорусы готовы, да, взять вещмешок и пойти в военкомат. А может быть и нет. Но тем не менее руководство страны готовится к тому, что находится в готовности объявить военное положение и особый период назначается как раз для перевода страны на военные рельсы, и объявление всеобщей мобилизации раз 1,5 миллиона. И также, опять же, продолжаем, то есть активизировалось движение в Беларуси в плане агрессивности страны и в плане риторики участия-неучастия в войне против Украины. Хотя, посмотрим, видите, есть факты о том, что они совершают провокационные обстрелы с белорусской территории наших военнослужащих территориальной обороны, пограничников, я так понимаю. Вот. И все-таки готовят всеобщую мобилизацию в самой Беларуси. Официальные лица Соединенных Штатов Америки призывают президента Зеленского показать открытость к дипломатическому диалогу об окончании войны. Опять, видите, та же самая риторика, об этом уже пишет Нью-Йорк Таймс. Для чего это делается? Для влияния на страны, как они говорят, это представители политикума американского, которые не присоединились к антироссийским санкциям, чтобы успокоить союзников,
кавычках союзников, и подавить растущее желание западных стран найти конец дорогостоящей войне. Чтобы Путин не взял вверх в мирной риторике, а поддержка более активных миротворческих усилий растет даже в самих Соединенных Штатах, где половина опрошенных социологами выступила за дипломатию. Ну, вообще непонятно, неделю назад они говорили, что поддержка Украины беспрецедентна, более 70% американцев считают, что Украине надо предоставлять военно-техническую помощь, а военно-техническая помощь, естественно, подразумевает силовой вариант решения вопросов войны и мира. Ну а тут, видите, я считаю, что это очень мощная активизация со стороны Российской Федерации. Видно, подняли все, что могли поднять, и заставили все, что могут заставить в плане вот такой риторики. Но пока Белый дом на нашей стороне, Джо Байден на нашей стороне, военные поставки, Штаты являются главным бенефициаром на сегодняшний день в поставках вооружений. Вот, вооружение идет, Соединенные Штаты это все финансируют, так что будем ориентироваться на главного бенефициара в нашей поддержке. Европа, Жозе Боррель, главный дипломат Европейского Союза, объявил, что 10-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации официально принят. В черном списке находится 121 физическое и юридическое лицо. Санкции касаются тех, кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 тысяч украинских детей. Это столько Россия выкрала детей с нашей территории. Также будут введены ограничения на импорт, экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ. Сейчас я посмотрю. Да, есть, я специально отложил список. Под новые ограничения Европейского Союза попала в частности государственная медиагруппа «Россия сегодня». Раз. Также новые санкции Европейского Союза коснулись Альфа-банка, Росбанка и банка Тинькофф. Так что у кого там были вклады, будете знать, что эти банки сегодня санкционированы Соединенными Штатами, Европейским Союзом. А если Европейский Союз, то, поверьте, сразу же подключатся Соединенные Штаты. Также ограничения предполагают заморозку активов на территории стран Европейского Союза этих банков или их вкладчиков, запрет на сделки с этими банками, а также отключение этих банков от финансовой системы SWIFT. Так что еще 3 банка минус из SWIFT, где работали российские банки. Помимо банков и государственных медиа, в санкционный список добавлен фонд национального благосостояния Российской Федерации. А у этого фонда, кстати, счета находятся не в Российской Федерации. Так что это на заметку россиянам вот такой вот вам подарок от Европейского Союза на годовщину вторжения в Украину. Ну и еще одна новость, опять же о поставках вооружения, не могу об этом не сказать. Пришла из Хорватии. Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов. Эти вертолеты Ми-8МТ и 2 вертолета Ми-8Т. Эти вертолеты выведены уже из состава вооруженных сил Хорватии. Сейчас началась подготовка к их транспортировке. Ожидается, как заявили представители Хорватии, ожидается, что вертолеты будут готовы к отправке в Украину через 10 дней. То есть в первой декаде марта мы можем получить еще 14 вертолетов типа Ми-8 различных модификаций. Ну что ж, вот такие вот военные, военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. Вот. Я, как обычно, по традиции сделаю паузу. Вот. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Ну и через некоторое время поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим.
продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет такой. Интересно ваше мнение по поводу Приднестровья. Россия трубит, что Украина готовит на него нападение. Бред, конечно. Но, допустим, Молдова дает добро. ВСУ входят в Приднестровье, нейтрализуют оккупантов и, как по мне, самое главное, захватывает склад в Колбасной. Насколько бы нам помог захват того огромного склада с боеприпасами? Ну, давайте так. Молдова должна не дать добро, Молдова должна обратиться к Украине официально за помощью в демилитаризации, допустим, части своей территории, которая находится за рекой Днестр. Вот. И тогда, да, Украина может войти и разоружить этих людей, помочь спецслужбам и силовым структурам Молдовы демилитаризировать эту зону. Что касается склада в Колбасной. По разным оценкам на этом складе находится от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов. Ну, берем среднее, 20 тысяч тонн. Говорят, он самый крупный в Европе. Но там находятся боеприпасы от пистолетных патронов, заканчивая авиационными бомбами. То есть все, и артиллерийская номенклатура, инженерные боеприпасы, авиационные боеприпасы и стрелковые боеприпасы. Все находится, все есть на этом складе. Это склад бывшей 14-й армии. Ну, об этом мы поговорим про 14-ю армию чуть позже, но тем не менее. Если оценивать так грубо, то там 20 тысяч тонн это может быть где-то порядка 380, под 400 тысяч артиллерийских снарядов. Ну, если брать по весовых оценках. Да, он нам может помочь. Может, если эти боеприпасы пригодны к эксплуатации. Я уже рассказывал во вчерашнем видео, что это все советские боеприпасы. Все, туда ничего не пополнялось за эти 30 лет. И советские боеприпасы были заложены еще раньше, когда Советский Союз был сильной и мощной державой. Кстати, где-то, по-моему, в 70-х годах, когда создавалась ставка юго-западного направления войск. И формировалась 14-я армия общевойсковая, которая находилась вот в Приднестровье, в Дубасарах, по-моему, штаб армии стоял, в Кишиневе располагалась ставка юго-западного направления. Вот. Соответственно, надо их проверить, вообще пригодны ли эти боеприпасы к употреблению. Если пригодны, да, это будет неплохое подспорье. И если же Молдова пожелает нам эти боеприпасы отдать. Не забывайте, это их территория, и все, что на этой территории, тоже принадлежит Молдове. Когда-то в советской армии, добрый день, когда-то в советской армии в боевом уставе в одном из пунктов ведения наступательного боя было применение дымовой завесы. Почему сейчас я ни разу не слышал о применении этого элемента? Ведь обороняющейся стороне намного сложнее вести бой, если они не видят на наступательные ряды противника. Надеюсь на ваш ответ. Слава Украине, слава моей Черкащине. Дело в том, что, смотрите, сегодня никто не атакует так, как раньше, в едином бронированном порядке. Вот, допустим, постановка дымовой завесы. У боевых машин пехоты есть такой есть тумблер, называется дым, так его механики называют, когда топливо подается на выхлопной коллектор, и за счет температуры белый дым, и рота, когда идет наступление, она ставит сплошную пелену дымовой завесы. Очень хорошая, видел своими глазами, очень хорошая постановка. Но должен быть правильный ветер. То есть в правильном направлении, чтобы он не сдувал этот дым. Это раз. Второе, сумасшедший расход дизельного топлива. Это два. Вот. Ну и сегодня нет такого количества техники, чтобы ставить. Одна машина не поставит дымовую завесу. Ставить дымовую завесу с помощью артиллерии нужны специальные дымовые снаряды. И опять же, это отдельная огневая задача для артиллеристов.
надо очень грамотно попасть так, чтобы дым распространялся опять же туда, куда надо. Там направление, откуда дует ветер и все остальное, поправки все. Вот. Поэтому на сегодняшний день я не слышал о применении дымовых снарядов. Иногда их применяют в качестве вместо зажигательных, если таковые отсутствуют. Потому что при наземном разрыве дымовой снаряд тоже дает очаг пожара. Вот это вещество, которое оно разлетает на земле, а он разлетается как такой салютный снаряд, ну и дает в том числе и возгорание для легко воспламеняющихся предметов. Поэтому на сегодняшний день из-за сложности выполнения задачи, скорее всего отсутствия дымовых снарядов, а также малого количества бронетехники, которая применяется в атаках, способные поставить такие. Не все машины могут поставить. Допустим, западные БМП не ставят дымовую завесу вот таким способом, как с помощью двигателя. Вот. Поэтому дымовые завесы и особо не применяются. Ну и плюс сегодняшняя мобильная война, на мой взгляд, тактика общевойскового боя не приспособлена, потому что тут обоюдный недостаток в том плане, что поставив дымовую завесу, ты можешь получить из дыма выскочить на тебя целая куча противника. Понимаете? То есть тут надо еще посмотреть все плюсы и минусы в плане их применения. Поэтому вот эти три критерия, которые я перечислил, скорее всего, и является основанием для того, что дымовые завесы не получили такого массового распространения. Добрый вечер. Подскажите, наземные пусковые комплексы ОТРК, ЗРК. Что к ним относится, как расшифровывается ОТРК и какова дальность поражения? Ну, вообще-то такой глобальный вопрос, причем разного назначения. ОТРК расшифровывается как оперативно-тактический ракетный комплекс. По сегодняшним меркам ОТРК это сухопутные, как правило, вооружение относится к сухопутным войскам. Дальность пуска ОТРК может быть на сегодняшний день до 500 километров. Ну, некоторые страны, такие как Россия, умудрились, нарушив договор, создать ракету КТРК, которая летит и дальше, то есть ракету средней дальности. Кстати, именно этим договором ограничивались возможности или дальность пуска оперативно-тактических ракетных комплексов. А именно, если ты его производил для своей армии, то 500 километров, до 500 километров дальность пуска допускалась, согласно договора РСМД о нераспространении ракет средней и малой дальности. Вот. А если ты его продавал на экспорт в другие страны, то 300 километров, до 300 километров дальность пуска ракетного. Вот мы «Гром» сделали на иностранному заказчику, дальность пуска «Гром» 280, гарантированных 280, то есть до 300 километров. Мы его передали. Россия сделала баллистическая ракета к комплексу «Искандер» 500 километров летит, а вот крылатая ракета к комплексу «Искандер» летит на 1500. Вот из этого, кстати, Соединенные Штаты и вышли из договора РСМД еще до его окончания. Они поймали Россию на нарушении этого договора и, соответственно, объявили о его выходе. Это что касается оперативно-тактических комплексов, его дальности. ЗРК – это зенитно-ракетный комплекс, это совсем другая. Это обычно ЗРК относится либо к воздушным силам. Вот. В некоторых странах есть такой вид, как обычно воздушные силы, такой вид вооруженных сил, как войска противовоздушной обороны. Где-то они объединены с ВВС, военно-воздушными силами, вот где-то они имеются. Вот в России там воздушно-космические силы и ПВО. У нас воздушные силы, которые включают в себя и авиацию, и ПВО. Зенитно-ракетные комплексы бывают абсолютно разные. Начиная от тактических ближнего радиуса действия типа Шилка-Тунгуска, у которых там 5 километров дальность поражения, заканчивая комплексами С-300, если мы говорим о советского стандарта, с дальностью поражения до 200 километров. Вот. И либо западные у нас представлены ИРИС-Т и НАСАМС, это до
40 километров среднего радиуса действия. И сейчас мы ожидаем Patriot и SAM-T или Mamba дальнего радиуса действия тоже до 200 километров. В России есть С-400, они говорят, что он вроде как на 300 километров может поражать цели, а С-500 будет на 400 километров поражать цели. Но в боевом отношении, в применении, точнее, в боевых условиях нету подтверждения этих характеристик для 400-го комплекса, а 500-й пока еще только на бумаге. В металле он еще не воспроизведен. Следующий. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про новый легкий танк США, проект GDLC MPF, основанный на модели Griffin 2 компании-производителя General Dynamics Land System. Основным вооружением будет 105 мм орудие с башней, как у танка М1А2 Abrams. Я думал, что от идеи легких танков с орудиями 105 мм отказались. А тут такое. Как вы думаете, почему они снова возвращаются к этому калибру и такому типу танков? Ну, давайте так, что эта модель танка, которую вы назвали, она пока еще только в проекте. Ничего, сделано несколько образцов для проведения лабораторных испытаний. И про серийное производство этих танков даже речь не идет. Смотрите, дело в том, что 105 мм это стандартный калибр пушки натовского образца. Или натовского стандарта, как хотите. Большинство, полевая артиллерия, 105, у нас М109, Л109, 119, Л119, М119, они 105 миллиметровые полевые гаубицы. Вспомните колесные танки французские, 105 миллиметровое орудие стоит. То же самое американцы. Это, кстати, фактически эти легкие танки, это полевая артиллерия, которая будет поддерживать пехоту. Почему? Потому что 105 миллиметровое нарезное орудие имеет довольно хорошую точность и довольно большую огневую возможность. Допустим, полевую гаубицу надо ее чем-то, я рассказывал, нужен тягач, он ее притянул, ее надо привести в боевое положение, расчет открыто расположенный, любая мина или снаряд, взорвавшийся рядом с этой гаубицей, выводит из строя либо расчет, либо саму гаубицу, сечет осколками. Ну и тягач, если попадает. А так типа легкого колесного танка или легкий танк. Вот американский вариант, кстати, на гусеницах. Судя по фотографиям, он гусеничный, этот легкий танк со 105 миллиметровым орудием. Фактически это полевое орудие, которое будет осуществлять непосредственную поддержку пехоты. За счет нарезного ствола будет точность и огневая мощь достигаться. И я так понимаю, что это довольно перспективное развитие. Ну, странно, почему американцы пошли по пути гусеничной базы. Может быть, они еще откажутся, так как это только разработки, это только проект. Вот. Может быть, они откажутся и сделают колесную, как, допустим, тех же французов. Да? Вот. И тогда это будет более маневренная машина, вот, для того, чтобы поддерживать пехоту огнем. Добрый день. Интересует ваше мнение относительно массированных ракетных атак. Не может ли быть так, что они с окончанием зимы перестали иметь особую актуальность для обстрелов энергосистемы, учитывая большие затраты ракет, низкую эффективность и, соответственно, уменьшение их на остатках? Я думаю, что здесь самый главный критерий – это уменьшение их на остатках. Дело в том, что по нашей энергосистеме какая разница, лето или зима? Зима просто она более эффективна, более чувствительна для гражданского населения. Одно дело, когда ты летом или весной сидишь без света и на улице тепло, а другое дело, когда на улице минусовая температура. Вот этим они осуществляли как бы давление на наш народ, на нашу нацию для того, чтобы принудить к переговорам. Но главная же цель не столько в этом. Главная цель была в том, что, во-первых, у нас большая часть, допустим, железных дорог электрифицирована.
при уничтожении силовых подстанций, транзитирующих электроэнергию, потребители остаются без света. Помните, да, массовое отключение света, ноябрь, декабрь месяц, когда мы тут сидели по полсуток без света. Так ничего же не работает. Электротранспорт стоит весь. Это первое. Ну, теплогенерация, да. И самое главное, то, что в этом случае необходимо было гасить реакторы. Вспомните, сколько раз у нас была ситуация, когда реакторы автоматически уходили в холостой режим. Срабатывала защита и некуда девать, потому что подстанция разрушена. Поэтому нет, эффективность не уменьшилась. И неважно, это летом и зимой, если уже рушить, нет ракет. Вот я думаю, что главный критерий того, что нет ракет в Российской Федерации. А те ракеты, которые есть, мы, ну, за исключением там Х-22, и то осталось тут подождать до марта месяца, до середины марта, я думаю, мы получим первые комплексы Патриот или Мамбу. И тогда и Х-22 для нас будет не проблема, мы сможем ее перехватывать. И кинжал будем пытаться перехватывать для защиты наших объектов, нашей территории. Понимаете? А Российская Федерация может, вот им надо месяц, чтобы 40 ракет произвести. 40 всего-навсего. Разных модификаций. И потом они их могут, ну это один залп. А потом еще месяц ждать, чтобы опять сделать один, не залп, извините, массированный ракетный удар. И то 40 ракет мы выдерживали по 100 ракет массированные удары, по 80 ракет. Вот. Так что отсутствие ракет. Видите, Суровикин пришел, он был авиатор, он на бомбардировках вырос. В Сирии там летали, и он решил, что раз бомбардировщики нет, значит ракеты. И он ракеты практически под командованием Суровикина российские оккупационные войска расстреляли, наверное, большую часть боезапаса. А сегодня, кстати, еще сдохли пусковые установки, потому что она тоже не... Даже те же корабли Черноморского флота, уже видите, выходит только один этот самый адмирал Макаров, этот самый эсминец, который может пускать ракеты. Что-то остальные как-то так поздувались, и подводные лодки поздувались. Видимо, шахтные пусковые установки уже пришли в негодность, потому что есть лимит пусков, надо теперь ремонты делать. А за какие деньги и на каком заводе? И где их делать? Вот такие. Я думаю, что именно состояние пусковых установок и количество ракет в боезапасе российской армии. Ответьте, пожалуйста, как быстро производится перезарядка ПВО Патриот и других систем. Дело в том, что у них очень быстро производится перезарядка, считанные минуты. Причем перезарядка может производиться транспортной машиной, транспортно-заряжающей машиной прямо на боевых порядках. Не надо никуда уезжать. У них у всех контейнерного типа эти самые. И у Патриота, и там, допустим, Насамс, Иристе, у них все контейнерного типа. Отстрелянный контейнер сняли, заряженный контейнер поставили. Это считанные минуты. Так что в этом плане как бы проблем с перезарядкой нету. В прошлом видео вы рассказали, что системы Patriot и SAM-T способны сбивать ракеты типа «Кинжал». А какие системы противоракетной обороны в мире способны сбивать межконтинентальные баллистические ракеты? Эти же системы способны сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. В том числе на ближних дистанциях, на подлете к целям. Вот и Patriot, и SAM-T способны сбивать, ну там уже не сама ракета прилетает к цели, там прилетает ее головная часть, потому что все ступени отпадают и прилетает головная часть. Они с ними могут бороться, с вот этими это баллистические цели для вот этих комплексов. Но для построения системы противоракетной обороны от межконтинентальных баллистических ракет существуют так называемые противоракеты. Ну, например, там в Соединенных Штатах есть МС-3 ракета, которая пускается для того, чтобы сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. Причем они плюс, ну, вы должны понимать, что противоракетная оборона, вот нет такого, допустим, как
в тактическом звене, да, есть, допустим, тактическая система ПВО, там Тунгуска, например, или там Гепард, да, и есть цели, и летит цель, она ее сбивает. Нет. Межконтинентальные баллистические ракеты, они находятся на огромном удалении. Дальность пуска этих ракет может быть там от 2000 километров до 20 сегодня есть ракеты. А есть ракеты, которые выходят на околоземную орбиту и потом оттуда атакуют. То есть для них ограничения дальности нет. И, допустим, когда ракета выходит где-нибудь с шахтной пусковой установки под Нижним Тагилом, то вы ее не достанете. Поэтому противоракетная оборона в глобальном масштабе это комплекс мероприятий. Там применяется все. А начиная от спутникового слежения, радиолокационных станций дальнего обнаружения, лазерные установки для борьбы в околоземном пространстве, специальные противоракеты, которые могут сбивать как на активном участке траектории, когда разгоняется вот эта бандура. Знаете, сколько весит? 120 тонн весит, от 80 до 120 тонн весит ракета. Представляете, какой это объект? Вот она может сбиваться на активном участке траектории, то есть когда она набирает разгон и высоту. Может сбиваться на околоземной орбите, когда она выходит в верхние слои атмосферы. Высота сбития, допустим, той же ракеты МС-3 160 километров. На высоте 160. У нас МКС летает, если я не ошибаюсь, где-то 300 километров, там плюс-минус. В среднем где-то высота траектории 300 километров. У международной космической это космос уже. 160 это уже там где-то уже, где-то уже космос. Вот. Они туда выходят, и потом там их могут сбивать и собираются сбивать. И потом, когда они заходят на цель, начинают свое снижение, как я уже сказал, с высоты там 160-180, некоторые ракеты имеют высоту 340 для сбития, противоракеты точнее. Запускаются эти противоракеты, которые идут на встречных курсах и сбивают. Кстати, авиация принимает, не только ракетные системы принимают участие. И чем ближе к цели, тем вот это количество средств ПВО может применяться любое. И те же Патриоты, те же САМТИ, уже в 40 километрах от объекта, естественно, Патриот отреагирует и пустит противоракету, если будет приближаться головная часть вот этой межконтинентальной баллистической ракеты. Авиация принимает участие в качестве перехватчиков. Кстати, вот тот же самый истребитель, тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31, который сегодня Российская Федерация превратила в пусковую установку обычной ракеты «Искандер», создавался Советским Союзом, создавался в качестве перехвата межконтинентальных баллистических ракет, которые предполагалось, что будут лететь из Европы или из Соединенных Штатов. Но они в основном базировались на Дальнем Востоке, из Соединенных Штатов и на севере, через Северный полюс, либо через Тихий океан. Так вот, чтобы вы понимали, настолько была уникальная разработка в те времена, когда его создавали. 4 истребителя МиГ-31 перекрывали фронт в 1000 километров. И были способны перехватывать на этом фронте, были способны перехватывать американские, допустим, межконтинентальные или, натовские, будем так говорить, межконтинентальные баллистические ракеты. Поэтому так просто сказать, что есть какие-то системы, нет, это комплекс мероприятий по противоракетной обороны в глобальном масштабе. Вот, кстати, НАТО сейчас создает систему ПРО, зонтик ПРО создают над странами НАТО на европейском континенте. Здравствуйте, беспокоит один вопрос. Если Китай начнет помогать оружием России, как мы с этим сможем справиться? С уважением, Олег из Одессы. Я сказал, что, смотрите, поставки, даже если Китай в конечном итоге решится поставить, допустим, боеприпасы Российской Федерации. Я не думаю, что они там сегодня вооружение готовы поставлять, потому что это будет более заметно. А вот боеприпасы всегда можно
как бы отвертеться, открутиться и постараться увильнуть. Так вот, поставка боеприпасов из Китая, на мой взгляд, ну, субъективное мнение, но я думаю, что оно уже на сегодняшний день не сильно повлияет на ход боевых действий. Почему? Потому что если нам дадут дальнобойное оружие, а я думаю, что его либо уже начали давать, либо вот-вот дадут, с дальностью пуска 150, допустим, километров, или с дальностью стрельбы в 150 километров, то мы тогда до границы, украино-российской границы, мы можем смело выносить логистику, и все равно будет на складе китайские снаряды лежат или российские снаряды. То, что мы сегодня сделали, сегодня российская артиллерия, к сожалению, да, они выкручиваются пока что, но они работают с колес и везут уже машинами за 70-80 километров, везут боеприпасы на огневые позиции. Уже складов ближе 70 километров к линии фронта они не делают. Вот. Поэтому, да, конечно, это будет тяжелее, да, конечно, это расширит возможности российской артиллерии, но я думаю, что это будет уже не критично. Ну, а в вооружении еще раз скажу, что, скорее всего, я сомневаюсь, что Китай даст арт-системы советские, тем более, что у Китая нет современных арт-систем, допустим, там 2.36 ГЦНБ, его вряд ли у них нету, не поставлял Советский Союз уже. 2.65 МСТБ не поставлял. 2С5 вряд ли у них есть. МСТС, точнее, 2С19, 100% ее у них нету. Ну что у них? У них может быть акация, это самое, 2С3, может быть. 2С1 может быть. Ну такие старые, и дальше Д-20 может быть там, даже МЛ-20 может быть, это послевоенная 152 миллиметровая, ну как бы она еще до военного производства, но она очень долго стояла, до появления Д-20 она и Д-1, том Д-20 она стояла на вооружении. Так что М-30 может быть у них есть, это 122 миллиметровая гаубица полевая. Вот. Но я не думаю, что Китай решится именно на вооружение. Боеприпасы может быть он поставит напрямую, втихаря, подпольно обходя все какие-либо засветы в плане там, договоров, там, прикрытия документами и так далее. Только, на мой взгляд, только напрямую через границу, втихаря, замаскировывая под любые другие поставки. Кто сегодня контролирует железную дорогу между Китаем и Российской Федерацией? Практически никто. Кто сегодня автоперевозки? Никто. Вспомните, как у нас, когда Хаймарсы появились летом, что Россия стала делать? Стала возить боеприпасы где? В зерновозах. Машины под зерно с высокими бортами грузили боеприпасы, а там полувагон. Один зерновоз — это полувагон. Так что вот такая вот ситуація. Вітаю. Питання до артилеріста про артилерію. В одному з попередніх відео ви відповідали на моє питання про різницю реактивної і ствольної артилерії. Тоді ви говорили, що реактивна артилерія для ударів по площі, а ствольна для точкових ударів. Але РСЗВ типу Хаймарс наносять якраз одиночні і високоточні удари. Також і заряди є лише осколкові. Не лише осколкові, але й фугасні. Чи може Хаймарс і його аналоги в перспективі витіснити ствольну артилерію? Дякую. І ще питання. На якій арт-установці ви служили? И чи був у вас позывный? Позывного у меня не было. В те времена такого понятия не было. Позывные были только у подразделений артиллерийских. Служил я на многих системах, но в основном это были грады, БМ-21 град и самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация.
Вот. Что касается, смотрите, все равно не вытеснит. Дело в том, что сегодня стрельба по площадям уже менее эффективна. И да, для каждых систем делаются высокоточные боеприпасы. Ну, кстати, ствольная артиллерия наоборот идет еще по пути. Мало того, что она считается более точной по сравнению с реактивной артиллерией, если брать в общем понимании. Но у ствольной артиллерии тоже есть боеприпас типа Эскалибур, который высокоточный, который каждый снаряд попадает там плюс-минус 3 метра, да, отклонение дает. Вот. Это просто развитие новых технологий позволяет сегодня, допустим, одним пакетом Хаймарс поразить 6 разных целей. 6 снарядов в пакете, вот 6 снарядов это 6 целей при точечном попадании. Но когда надо накрыть большую площадную цель, то тут реактивной артиллерии замены нету. Ствольная артиллерия может накрывать площадную цель, но она берет всегда объекты более точные, более точечные и накрывает эти цели. И ствольная артиллерия работает более ювелирно. Ну а с высокоточными снарядами скажу так, что на сегодняшний день главная проблема высокоточных боеприпасов — их дороговизна. По разным оценкам я вот поискал, посмотрел, что один снаряд Хаймарс высокоточный, ну где-то около $1 миллиона США. Теперь представьте, 6 снарядов улетело, 6 миллионов улетело. Вот вам ответ на вопрос. Какая страна может себе позволить такие боеприпасы? Соединенные Штаты, да, могут позволить. Поэтому многие страны все равно остаются на уровне обычных боеприпасов. И высокоточные боеприпасы применяются только в крайних случаях и при крайней необходимости. Основную массу на себе несут снаряды, поражающие фактором являются обычные снаряды в обычном снаряжении. Поэтому нет, каждая артиллерия имеет свои достоинства, свои недостатки. У ствольной, допустим, они могут методично вести огонь и поражать отдельные участки групповой цели. Реактивная артиллерия накрывает площадь. Там по времени у них, допустим, за 20 секунд вылетает 40 снарядов с пакета «Град». И это довольно большое, это сумасшедшее. 40 разрывов с темпом полсекунды. Представляете, какая плотность поражения осколками и плотность накрытия цели. Поэтому у каждой артиллерии есть своя задача. И я не думаю, что они... Видите, мы думали, танки живут себя. Нет, не живут. Даже наоборот вернулись к тому, что делают легкие танки, более маневренные, более скоростные. Роботы, да, заселяются, потихоньку вытесняют. Ну, тем не менее, и в артиллерии тоже, в каждой артиллерии найдется ее огневая задача. Ну что ж, на этом мы, наверное, с вами вторую часть вопросную тоже закончим. И у нас остается третья часть, это приветствие, комментарии и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И прозвучит оно сегодня следующее. Ну, кстати, очень интересно, из Таллина. В наш Таллин привезли из Украины в подарок один из подбитых танков Т-72. Весь город высыпал на площадь посмотреть на этого укращенного зверя. Вчера был наш День независимости и памяти о начале вашей трагедии. Сегодня притащили этот чудесный экспонат. Дети бегают вокруг и радуются здоровенной поломанной игрушке. Взрослые задумчиво обходят и обсуждают сам объект и нынешний день. В атмосфере витает что-то интересное. Спасибо за подарок. Думаю, каждая столица Европы должна иметь такой, если вам не жалко. Я думаю, что не жалко. И, кстати, насколько я знаю, не только в страны Балтии поехала российская подбитая техника, и в Берлин, по-моему, поехала, и в Париж поехала. И, может быть, еще даже в какие-то другие столицы. Так что, да, действительно, мы показываем, что такое, насколько звериный оскал у Российской Федерации. Глибока оборона також глибинна оборона, еластична оборона або оборона з глибини. Це військова стратегія, яка спрямована на
затримку наступу ворога, виграючи час і спричиняючи додаткові втрати супротивнику. Замість того, щоб створювати перед нападником одну міцну суцільну лінію захисту, глибока оборона ґрунтується на принципі, що наступ має тенденцію втрачати імпульс з плином часу або із захопленням більшої території. Таким чином захисники можуть відступити та віддати ворогу слабко захищену територію, цим самим намагаючись перевантажити логістику нападника та розтягнути на місцевості чисельно більші ворожі сили. Коли нападник уповільнює просування, бо змушений розтягнути свої сили, щоб контролювати захоплену велику територію, контратаки оборонців на слабкі місця нападника можуть спричинити виснаження супротивника або навіть відкинути його війська на вихідні рубежі. Ну, вы прямо прислали цитату из учебника по стратегии. Что такое гибкая оборона, что такое жесткая оборона. Привіт з Японії, слава Україні, низький уклін українським захисникам, сила в правді, Україна победит, да пошлет деменцию Бог всем, кто поддерживает Путина. Вот такой комментарий. Про вторжение действительно все знали, и не только политики. Если вы вспомните последние дни, то поймете, что все говорили о войне. Просто мы не верили, что будет такая война. Теперь уехали многие, те, кто серьезно отнесся к этому. А если вы не обращали на это внимания, то это не значит, что не говорили. Я тоже корила себя, что не обращала внимания на это, но потом решила, что это все равно бы ничего не поменяло. Я бы не бросила все и не уехала. У меня есть друзья, которые все бросили и уехали, значит они знали. Поэтому не надо перекладывать ответственность на политиков или еще кого-то, хотя это многих устраивает. Я из Харькова. Все пережили, ждем победы, донатим на вооруженные силы Украины и помогаем чем можем. Каналу лайк. Спасибо за лайк и такой комментарий. Относительно мобилизации накануне 24 февраля. Верно, это нападение в этот день можно было бы избежать. Но есть опыт Израиля. В 1973 году в мае Израиль призвал резервистов. Ожидалось нападение со стороны Египта. Но оно не состоялось. Нельзя долго армию держать в напряжении. И нападение все равно состоялось неожиданно. Так что еще неизвестно, что бы было. Привіт, вже більше 20 років проживаю в Німеччині. Вчора вперше по радіо почула українські пісні. Я плакала. Раніше ніхто не знав, де та Україна. Казали, що то Русланд. Ну, видите, оказывается. Кстати, даже скоро может быть такое, что российский этнос может исчезнуть. Путин даже об этом сказал, что если Россия развалится, то российский этнос просто исчезнет. Останутся, он сказал, московиты, там, поволжцы и там кто-то еще. Хотя, насколько я помню, в Поволжье целый список наций и народностей. И как такового поволжца я не знаю, там есть другие названия. Ну а московиты, княжество Московское, оно исторически существовало. Вот если Россия стремится к истории, то им надо вернуть княжество Московское название и московитов название. Потому что Петр I украл это название у нас. Русь була київська. Якби у нас було менше зрадників, то все було би так, як ви сказали. Це стосовно 24 лютого минулого року. Вы правы, Олег, так и было. Мне рассказывали военные, которые участвовали тогда в операции на Тузле. Это был 2001 год. Тогда подлость завистливого циничного соседа трудно было, в подлость циничного и завистливого соседа трудно было поверить. Это про Тузловский кризис. Центральная часть нашего Бахмута находится в низине. Если наши отойдут за реку, то в восточной части города орки будут находиться на господствующей высоте. Думаю, если
и придется нашим отходить за реку, то удержать город будет им очень сложно. Да и речка наша не великая преграда. Господствующие высоты начинаются с Хромова. Слава нашим защитникам, береги их Господь, смерть врагам. Ну, ведь, я так и думаю, что, скорее всего, насколько я знаю, на господствующих высотах там рубеж обороны. Мнение. 28 февраля, слушая ваш эфир, поняли, что из Киева уже лучше выехать. И 1 марта мы уехали. А 4 марта наш дом шатался от взрывов, по словам соседей. В конце апреля мы вернулись. Очень ждем и надеемся в ближайшее время услышать от вас про нашу перемогу. Слава Україні! Ну і Париж вітає вас. В мене таке відчуття, що в нас кожен день на календарі 24 лютого. Цей день підкреслив 8 років війни, яка вже точилася. Дякую Силам оборони України за захист. Вам, пане полковнику, за информацию. Разом до перемоги. Все буде Украина. Ну что ж, вот на такой мажорной ноте мы с вами сегодня закончим наше видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю, кто не подписан, подпишитесь, нажмите на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новых видео на моем канале, чтобы смотреть их в оригинале. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть большее количество людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту інформацію. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!